эти рамы очень красивые, рамочки для фотографий. Очень красивые, конечно, да. Ну, 1007, наверное, стоит, я думаю. Солонки, курочки. 2 штучки. На соли 1 дырочка или на перце, а на соли 2, наоборот, получается. Обливная керамика. По-моему, такие штуки под святую водичку. Или ароматница. Сюда капаешь масла, травы кладешь, вешаешь на стеночку. Старенькая вещь, кстати, нужно сказать. Что вот на красном столе вот здесь все, что стоит, 500 рублей. Вот эти курочки, например. Вот такой стаканчик, не знаю для чего. Ну, каждый найдет для себя. Да, вот эта штука. Наверное, мне надо ее взять. Вот это мне понравилось. Ракальная вся, красивая, да. Ручка для дверей. Уже раньше мама стояла. Также здесь есть кружавчики, что-то вот для швеи, для портной. Всякие причиндальчики. Вот даже старенькие какие-то вот эти штуки. Пряжки, комплект пряжек. 3, 4, 5 пряжечек здесь в комплекте. Солонка вот такая. По-моему, молочное стекло, да. Голубки 2. Вот эта вещица красивая. Тоже 500 рублей. А, у нее хвостик отломлен. Пласток. Тоже с обломком. А, вот у него, да, это музыкальный инструмент отвалился. Бисквит. Тоже 500 рублей. Можно приклеить. И здесь еще вижу вот такую красивую тоже плетеную чашу. Все по 500 рублей здесь. Рамка, кстати, неплохая. Подобную рамочку, помните, я брал. Но это бронза. Это очень тяжелая. Моя легонькая. Здесь тоже вижу ножницы. Но это не ножницы, это срезать свечи. Свечей тушить. Ну, короче, да, тут затушать свечи. Здесь тарелочки какие прекраснейшие. Кстати, вот от моего сервиза, который я продал, о котором я все говорю, и так все и не показал. Да, это от него. А сколько такая тарелка стоит? 19 век метр, ее цена 8 тысяч. А рядом розовые. Тоже минус. Да, розовые. Розовые там дальше. 10 тысяч. Розовых у меня 5 штук, а изумрудных 2. Причем это примерно 30-е годы. 8 тысяч шкатулочка. С делениями под украшения. 7 тысяч подсвечник. Похоже на север, да? И здесь чайничек вот такой необычный. А это 15 тысяч. Штуковина. Легкая, я не знаю, из чего она. Какой-то металл. Фарфоровая лампа с фарфоровым абажуром. Ну, это милашка, малышка-милашка. 3000 стоит. С ней рядом еще одна стоит, вот такая вытянутая. Здесь клоузанная. Шкатулочки. У меня, кстати, много пришло из Германии от Ольги Трап. Вот таких подобных шкатулочек. Скоро я вам буду делать распаковку посылки от Ольги Трап. Они собираются, а я тут хожу, снимаю для вас. А много всего еще осталось, и многое как-то вот сдвинулось уже. Нет, я сюда говорю. И многое сдвинулось как раз на вид. Что-то было убрано, что-то достали из-под прилавка, как говорится. Тоже бронза. Чанка-расточанка вот такая. Это светильничек, это плафон. Вот, видите, есть шнур. Цыганская бричка, да, назовем ее так. А это ракушечка. На ней дельфинчик. Как это сделано, мне даже не совсем понятно. Но это очень красиво. Прикольно. Ну, символы такие, да? Многие любят окружать себя символами. Но так как я Рыбников, то вот
Везде должны быть рыбки. Кстати, по Москве вижу много рыбок в различных этих ипостасях, так скажем, оформлениях часто встречаются. Подчастник роскошный, посмотрите какой. Надо, ручка приклеена, но очень красивый. Подчастник, я и говорю подчастник. А это похоже тоже минтом, очень похоже. Очень старенький. Старенькие даже Сколько он стоит? Они 45 пар, 45 тысяч. Парочка, 45. Две штучки, но очень старенький, сразу видно. Видите, даже на каждой этой вот такая штучка. На каждой капельке. Очень красиво. По жизни нужно сказать, что я за пары, которые друг другу достойны, которые друг друга возвышают, дарят прекрасное и друг для друга будут плечом всегда. Вот как здесь он на нее возлагает, или как это, возносит красивый такой веночек. Смотрят в глаза друг другу, это доверие. У него рог изобилия, также вот, да, в руках цветок. Что в семье должен быть и достаток, и понимание, и комфорт. Очень красиво. Ну все, всем до новых встреч. Всех обнимаю и посылаю в каждый дом добро, счастье. Все будет хорошо. Костя оставлял свои вещички и подошел их забирать и нашел вот эту тарелку у него. Посмотрите, какая красивая. Это же нечто. Это нечто. Барышня идет и рассыпает цветы. Это, наверное, про ту как раз барышню, да, у которой из одного, кто это у нас был, царевна лягушка, из одного рукава летели голуби, из другого озера. Вот она так идет такой поступью и сыпет роскошью. Класс. Сейчас такое время, что нужно эту тарелку держать перед собой, и кроме этого ничего не видеть. Может быть, мы такие есть, смотрим на все розовыми очками. А за розовыми очками творится совсем другое. Но спасаться как-то надо от ситуации, которая от нас не зависит никак. Какая малышка, не помню, показывал, не показывал. Но это из кости статуэтка. Блюдо у нее лежит на ножках. И в блюде там кто-то, не знаю, какой-то зверек, курочка или что там. Может быть, и показывал, но кто-то пропустил, может быть, эту серию, эту часть. Что-то интересное. Серебро. Пепельничка. Легкая. Минерва. Классная вещица. Арнуво это, да. И здесь еще я увидел вот такую роскошную вещицу. Почему-то в прошлый раз я ее не видел. А для чего, кстати, она такая? Для чего хотите? Да для красоты. На самом деле это же шкатулка. Шкатулочка. Для украшений получается. Хоть для них. Но это бронза, да? Эти ключи, конечно, тяжелые невозможно. Они были целые. Так, ее поставить. Угу. Очень красиво, да. Они были целые. Надо хотя бы. И вот еще вот той дамы, у которой вот эта штучка, вот такую вещицу еще обнаружил. Тоже что-то невероятное, как мини-жардиньерка. Латунная, посмотрите, вся с гравировками тут, очень красивая. Ну, немного всего интересного. И вот здесь невероятный гребень, вот этот с камнями. Гребень с камнями, это что-то, ребятки. Смотрите, это прям королевская, это как будто вещица из Титаника, с Титаника привезенная. Конфетница, да? Ну да. Угу. Очень мелкая работа.
Да. Ажурная, кружево, французская. А стекло вы достается, да? Вынимается? Ну, это свое родное, конечно. Угу. Родное, да, очень красиво. Угу. Хотел еще вам показать вот это блюдо на ножке, вот на такой. Ну, в общем, здесь целая коллекция, которую можно собрать просто невероятный, отсервировать свой любимый стол к чаю или к обеду, или к ужину. Прекрасная вещица. Тоже записал у Ирины номер на будущее. Я надеюсь, что оно хорошее, светлое будущее нас ждет. А эти флакончики я вам уже показывал. Ладно, что вот они все активненько собираются, все. Вот тут какой-то тоже крест невероятный из кости расписной с желудями. С желудями. Моя мечта стоит. 50 тысяч, но он полностью укомплектован. Здесь и подзубные щетки, здесь и подмыло, и сама чаша, и ковш, и кувшин, и подножка, подставка. Это у той дамы, у которой лежит вот этот тоже роскошнейший умывальничек. Кашпо и сам умывальник. Кстати, посмотрите, какие из гобелена красивые, и бархатная оторочка, красивые картины висят. Здесь еще одна. Вот еще мечта, тоже набор, комплект. Что-то я не все в прошлый раз увидел, видите, сразу все не окинешь взором. А может быть добавилось, может что-то продают и подвозят. Вот это просто сказка. Большой таз. А вот такая история. Старый английский умывальный набор, таз, кувшин для щеток, для мыла и блюда. Да, а цена? Цена 35 тысяч. 35. Старый довоенный. В первых частях блошиного рынка на Тишинке я вам показывала вот эту посуду различную, да, здесь вот тарелочки, здесь всего. И познакомился сейчас с продавцом, ее зовут Марина, она из Беларуси. И говорит, приходили от вас, говорили, что и вам тут показал посуду вашу. И вот эти коробочки с уцененными, да, предметами. Кстати, вот красивые вот эти зеленые, я их не видел. Так вот, Марина будет в следующий раз стоять в Санкт-Петербурге. Вот у них там будет вот такой антикварный петербургский салон. И там будет антиквариат. Вот пригласила меня тоже, но я же не знаю, что у нас сейчас тут вообще будет с нами, со всеми. Но вам я делаю презентацию на следующие выходные, получается, да? Вот, делайте скриншоты, где это будет. Санкт-Петербург, Инженерная улица, 13, 20 по 23 октября. Ну, а мы, если что, будем в Москве тоже. Выставка Мосвинтаж, по-моему, да, в Москве в эти дни будет. Ну, вот приятно, да, что работает, реклама моя все-таки работает, и что вы находите для себя красивые вещицы. Кое-что я для себя нашел. Что еще у Марины здесь стоит? На полочке вы видите петушки. Это, по-моему, шкатулки, да? Нет, это, по-моему, просто декор. И она говорит, Иван, обрати внимание, какие у меня здесь стоят вазы. Почему-то их пропустили. Ну, я говорю, потому что это все-таки большая покупка. И они, видимо, посеребренные были, что это недешево. Не каждому такие предметы большие подходят. Не каждому их есть место даже куда-то поставить. Поэтому люди берут в основном что-то мелкое, но вот даже их довести до дома, да, нужны усилия. Вот такие две парные красивые вазочки. Очень красивые. Вот эти две мне нравятся. Стильные. У нее стоит кресло такое, как у нашей Аси, красивое. И здесь вот эти что? Как декор могут быть, а могут быть как тарелочки под горячие. Еще у нее светильник. Подсвечник, вернее, какой шикарнейший. Не знаю, это у соседей, а может быть у нее. Бронза. Ну, кстати, не такой уж и тяжелый. Также, видите, кувшины у нее здесь интересные, 3 штучки. Ну и посуда вот эта вот. Тоже я
Облюбовал, конечно, но брать сейчас не буду. Ну, вам, может быть, кому-то нужны. А, сундучек какой интересный стоит у нее здесь. И, кстати, вот это зеркало называется псише. На такой подставке и поворачивающее. Есть такие большие, в полный рост. Тоже одна из моих мечт. Ну, вроде бы я вам тоже много всего наснимал, поэтому, наверное, уже буду завершать. Тем более они все собираются, видите, все складываются потихонечку. Представьте, всю эту мелочь разложить, потом сложить. Друзья, тоже моя мечта. Вот такие часики песочные. Кстати, можно даже под них успокаиваться. Мешают? Не мешается. Вот так, когда дома один, а можно соревноваться там на что-то. Самому лично там за сколько вставить молнию в платье, допустим, Иван Рыбников. Да, потому что вы все знаете, что я шью сам со своей платья. Или не знаю, там, за сколько обработаешь обтачкой горловину, например, на платье, на том же. Ну, да, вообще моя мечта часики. Песочные. 3000 они стоят. Я вот у них все думаю про совочек. И, ну, что-то одно надо брать, или совочек, или часики. Ну, как-то надо себя немножко как-то порадовать. Ну, как-то надо. А предметов красивых, конечно, здесь очень много. Прямо не уйдешь отсюда. Посмотрите, какая здесь шкатулка стоит. Какие здесь стоят под пирожные, под безешки. 2 вазы на таких ножках. Что-то прям красиво-красиво. А там кувшин какой на серебряной ножке. Ой, стекло такое. И здесь какая стоит невероятная колба. Как ее даже назвать, не знаю. У меня уже прям все перепуталось в мыслях. В голове все очень красиво. Ручка, видите, какая? Тоже с ручками. Ручка с ручками. Здесь лебедь вместо ручек. Такое блюдо можно для шашлычка подавать шашлычок. Ух ты, и тут еще одна роскошь. И графин вот с такими стопочками. Ну, я все-таки взял этот совочек бронзовый, или латунный, ракальный. Все-таки я его взял. Тоже старенький комплект в родной коробочке. Посмотрите, серебро, посеребрение. Костя. Вот так они все пакуются. Ага, Костя вам хоть подосвиданькался с вами сегодня. Так они все пакуются, выносят все свои вещички. Тоже, знаете, нелегкая работка-то. Понятно, что и... Но я тут запутываюсь. Мне сегодня только объяснили, что нужно смотреть по синей крыше и по зеленой. Что помещение треугольником, и там розовое есть он еще. А то я нарезаю круги. Мне сказать, ну, многие уже знают, и многие наслышаны и приветливы, конечно. Все хорошо в целом. Так вот про крышу вы тоже имеете в виду, что если нашли что-то, смотрите, по крыше запоминайте, в какой стороне нашли, потому что зайдешь в тот треугольник и вообще потеряешься, где ты находишься. Ну все, я до дома. Сегодня, видите, снова для всех здесь присутствующих на сцене кто-то играет, кто-то поет, какая-то команда. Люди сидят, отдыхают. Сейчас посмотрим. Может быть, что-то засниму, что они там играют. Помните, как-то была у меня серия, где девушка пела такая по-французски. Очень красиво. У всех свои пристрастия. Итак, мы начинаем нашу музыкальную программу. Давайте, мы ждем. Приятного вечера, всем хорошего настроения, приятного аппетита. Let me see the spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
let me sing forevermore. You are all I long for, I watch it and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Про любовь, как всегда, все песни. Ну, теперь уже бегу домой с легким сердцем. Еще один приятный момент я вам преподнес в качестве музыкального подарка. Идти правильно в дороге, это все как-то у Самойлова, вот у нас вот на барабанах. И он вот подберет бетончик. Ванечка, сделай мне, пожалуйста, хотя бы бантик. Когда ты будешь очень-очень-очень знаменитый, я буду всем показывать бантик и говорить: это Ваня мне сделал. Пожалуйста. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.